Всем привет, Самиторичан! Даже не верится, но в этом сентябре будет ровно 3 года, как мы переехали из Токио на юг Японии, на остров Кюсю, город Фукуока. Кто-то же в шоке с того, насколько быстро время летит, ставьте лайк. И честно скажу, я изначально не знала, чего ожидать от жизни в этом регионе, но спустя 3 года здесь, я думаю, что в Токио мы больше не вернемся. Поэтому сегодня я расскажу вам о 10 плюсах жизни на юге Японии, которые я больше не готова применять на жизнь в столице. Поехали! Первое – это развитое сельское хозяйство. Когда живешь в Токио или в любом другом большом городе, особо об этом не задумываешься, потому что вроде как в магазинах есть большой выбор товаров, но почти все привезенное из других префектур или из-за границы. Живя на юге Японии, почти все, что продается в магазинах, это местно выращенные овощи и фрукты, которые утром фермер сорвал у себя на грядке, домашние яйца и даже японская говядина вагю здесь стоит довольно дешево, в то время как в Токио она стоит намного дороже. И все потому, что выращено именно локально, и не нужно никуда везти. Возможно, кто-то слышал о Хоккайдо, это самая северная префектура Японии, известная своим сельским хозяйством, и действительно там производят самое большое количество сельских продуктов, но Хоккайдо уступает южному острову Кюсю в плане разнообразия. Остров Кюсю состоит из 7 префектур, как Фукуока, Сага, Нагасаки, Оита, Кумамото, Кагосима и Миязаки, и у каждой префектуры есть своя специализация. Например, Фукуока известна своими фруктами. В Фукуоке производят очень много клубники, особенно сорт Амао у нас известный, японская груша наши, персики, виноград, хурма, инжир. А вот префектура Миядзаки известна своим манго и вкусной курочкой. В префектуре Кагосима выращивают самое большое количество чая на всю Японию. В префектуре Нагасаки очень вкусная свежая рыба и водоросли. А в префектуре Кумамото, Оита и Сага известна своей японской говядиной вагю, потому что там очень много широких полей прямо среди гор и вулканов и с такой высокой травой, которая растет на вулканической почве, что является одним из секретов вкусного вагю. Именно поэтому среди японцев остров Кюсю считается настоящим гастрономическим раем, куда многие приезжают пробовать разные местные продукты и также блюда, приготовленные по традиционным технологиям, которые забыты в больших городах. И я лично считаю, что этот регион совершенно недооцененный, и сюда приезжает очень мало туристов, поэтому небольшой анонс. Этой осенью я организую мои личные авторские туры по Кюсю, которые я лично буду вести для небольшой группы, и у вас тоже есть возможность в них участвовать. С 30 ноября по 6 декабря этого года мы объездим почти весь остров Кюсю, попробуем разнообразную кухню этого региона, поучаствуем в мастер-классах от местных мастеров по изготовлению чая, японских приправ и разных блюд, как те же суши, а в перерывах между приемом пищи посетим самые красивые локации и традиционные мастерские. Я наконец-то доделала сайт о моих авторских турах по Японии, поэтому вся информация есть по ссылке в описании этого видео, стоимость, длительность и так далее. И честно скажу, для меня это очень большой и волнительный шаг вот так вот начать профессионально делать мои авторские туры по этой стране, на который меня сподвиг переезд на остров Кюсю. Потому что, во-первых, я очень много получаю сообщений от людей, кто приехал в Японию и разочаровался, потому что это не то, что они ожидали. Они ехали на красивую картинку, которую они увидели в Инстаграме, а там толпы туристов, кто стоит в очереди, чтобы это сфотографировать, и такого очень много, потому что все едут в одни и те же места, которые очень легко доступные, конечно, красивые, но немного потеряли свою такую вот эстетику Японии за счет того, что там слишком много туристов. Во-вторых, на острове Кюсю очень много красивых скрытых локаций, где мало туристов, где мало в принципе людей, но до них трудно добраться без машины, поэтому на общественном транспорте добраться невозможно в многие места, которые я показываю в этих видео, к сожалению, и именно поэтому я организую сейчас вот такие вот групповые небольшие туры, где мы передвигаемся на частном автобусе по самым разным отдаленным локациям, которые просто без автобуса не доехать. И в-третьих, если организовать фуд-тур по Японии, то, наверное, Кюсю это самая лучшая локация, поэтому, переехав сюда, я просто обязана была организовать вот такой вот тур для гурманов. Поэтому, кому интересно, переходите по ссылке, и, возможно, кого-то из вас я увижу этой осенью. Второе, почему мне лично намного комфортнее жить на юге Японии, чем в Токио, плотность населения здесь намного ниже. И это касается не только юга Японии, но и многих городов вне Токио. Но здесь, на юге Японии, также есть большие оживленные города, как та же Фукуока, где есть все, что тебе нужно. Поэтому ты не живешь в полной деревне, но и не живешь в очень перегруженном городе, где всегда много людей. Например, в городе Фукуока, где мы сейчас живем, проживает 1 600 000 человек,
человек, и это 5-й по размеру город в Японии, не считая Токио. И это очень комфортный размер, как мне кажется, для жизни 1-1,5 миллиона человек, когда вроде как люди есть, и город очень динамичный, но при этом не слишком много людей на улицах, даже в центре города. Хорошее соотношение зарплаты и цен. Да, в Токио, конечно же, самые высокие зарплаты в Японии, поскольку это столица, и там находятся офисы самых больших японских и иностранных компаний, поэтому там проще найти высокооплачиваемую работу, но при этом зарплата средняя в Токио не настолько выше зарплаты вне Токио, но при этом жизнь в Токио и особенно недвижимость во много раз выше, чем, допустим, в той же Фукуоке и других городах. Чтобы вы понимали, насколько разница критична, в 2025 году средняя стоимость новой квартиры в центре Токио размером где-то 70 квадратных метров примерно $1 миллион. При этом в Фукуоке где-то $500 тысяч. Зарплата в Токио в среднем примерно $3900 в месяц до вычета налогов, в Фукуоке $3600 в месяц. Это средние показатели, конечно же, они не полностью правильные, потому что есть медианная зарплата, но по средним показателям разница зарплат в Токио и Фукуоке не настолько большая, а недвижимость в 2 раза разница. Поэтому, чтобы купить в Фукуоке новую квартиру в центре города, нужно примерно 9 зарплат годовых, а в Токио примерно 17 годовых зарплат. И поэтому многие люди в Токио не способны даже кредит себе оформить на квартиру в центре города. Некоторые берут двойные кредиты сразу на мужа и жену, чтобы комбинировать их зарплату, чтобы этого хоть как-то хватало на квартиру, иначе невозможно купить ничего. Это очень сильно влияет на качество жизни, потому что за меньшие деньги и меньшее количество часов работы можно больше получить, если ты живешь вне Токио, и вот в особенности на юге Японии, где еще не слишком высокие цены. 4. Люди здесь другие. Некоторые говорят, что в столице люди холоднее, но это не главное отличие, которое я подметила. Здесь на юге Японии, в особенности в городе Фукуока, люди даже думают по-другому. По ним видно, что они не чувствуют себя так, как будто они внутри вечно вращающегося колеса, как у хомяка, и одна из причин тому именно соотношение зарплат и цен. Допустим, когда я жила в Токио, и я, и Изами, и многие наши знакомые чувствовали себя так, как будто мы вынуждены всю жизнь работать в японской фирме, и мы работали от зарплаты до зарплаты, очень много перерабатывали, на выходных у нас не было энергии ехать гулять, и мы только отсыпались дома, у нас не было времени готовить, поэтому мы обычно покупали готовую еду в магазине или ресторане и тратили на это наши последние деньги. Здесь же в Фукуоке многие мои знакомые, видно, что они работают себе в удовольствие, и из разговора понятно, что они чувствуют себя так, что у них есть выбор, кроме как работать в фирме всю их жизнь. Некоторые мои знакомые открыли свои кафе, рестораны или магазины, потому что в Фукуоке аренда стоит дешевле, и это не так трудно сделать. Некоторые работают на удаленке или как фрилансеры и живут в очень просторном доме за небольшие деньги, а некоторые даже стали фермерами. Допустим, я рассказывала о моем знакомом японце Такаки-сан и даже снимала видео о нем, что он бросил работу в городе в 28 лет и переехал за город, став чайным фермером. И он не только собирает чайный урожай, но и проводит разные мастер-классы, и именно к нему мы будем ехать во время моего тура по Японии, кстати, поэтому у вас будет возможность с ним лично познакомиться, он очень интересный человек. 5. Много молодого населения. Я уже не раз говорила, что в Японии старение нации, и, возможно, Япония когда-нибудь исчезнет с лица земли, потому что новые японцы не рождаются, а остальные постепенно стареют, и из-за этого население уменьшается с каждым годом. Допустим, в этом году 900 тысяч человек умерло в Японии от старения. Это как размер одной префектуры, и это очень большие числа. И просто не хватает новых людей. Потока, поэтому многие города постепенно уменьшаются и население стареет. Но это не касается Фукуоки. Фукуока сейчас самый молодой город в Японии. Здесь соотношение молодого населения к общему населению самое большое в стране, даже больше, чем в Токио. Понятное дело, что в Токио больше молодых людей, потому что там население, в общем, намного больше. Но именно соотношение молодых людей в Фукуоке больше, чем даже в столице. Поэтому, гуляя по городу, ты чувствуешь, что город очень молодой, динамичный и более такой веселый.
Население увеличивается только в городе Фукуока, но и другие префектуры на этом острове Кюсю, как Нагасаки и Кумамото, известны своими высокими показателями рождаемости, особенно в сравнении с Токио, где самые низкие показатели рождаемости на всю страну, и это неудивительно с тем, как люди работают в Токио. На юге же более высокие показатели, потому что есть несколько факторов. Здесь дешевле жить и дешевле содержать детей, здесь меньше женщин работают, и здесь более сильные традиционные ценности, что семью нужно ценить и заводить несколько детей и так далее. И хоть в других префектурах и не увеличивается количество людей в общем, поскольку больше людей все же умирает, много молодых людей рождается, и потом молодые пары, дети, подростки переезжают многие в Фукуоку, потому что это большой город, и здесь есть хорошие университеты, школы и много разной работы. Возможно, кто-то подумал, какая разница, много молодого населения или не очень много, но это напрямую влияет на то, что вас окружает, потому что бизнесы подстраиваются под основную аудиторию. Именно поэтому в Фукуоке очень много разных модных кафе и ресторанов, популярных среди студентов, и я, хоть уже далеко не студент, тоже люблю разные модные кафешки. Также много разных заведений для семей, у кого есть дети, и даже мы с Изами, переехав из Токио, начали думать, что в Фукуоке было бы классно растить детей, если когда-нибудь у нас это получится, конечно же, потому что много разных сервисов и удобств для этого. Если вы едете куда-нибудь, где более старое население, это видно даже по продуктам в магазинах, потому что продается много разных каких-то закусок, сделанных из водорослей, маринованные овощи, традиционные сладости, которые популярны только у бабушек, дедушек и так далее. В Токио много разных заведений для одного, потому что многие люди работают на компанию, и многие не женаты, не замужем, и только у них есть время быстренько съесть обед, поэтому они идут в такие вот кафешки, где такие вот перегородки с двух сторон, съели свой рамен и снова в офис, и наоборот, не очень много заведений, куда можно с детьми пойти, например, поэтому не для всех подходит Токио в этом плане. Шестой плюс жизни на юге Японии – это великолепные местные пляжи с кристально чистой водой и белым песком, и также малым количеством людей. И, конечно, не только на юге есть красивые пляжи, Япония – это остров, поэтому здесь очень много пляжей по всей стране. Даже возле Токио можно найти красивый пляж, если особенно отъехать подальше от Токио, 3-4 часа на машине, и можно доехать до нормального пляжа, но там нет белого песка, там обычно или камень, или такой вот серый песок. Но за что я лично люблю пляжи на юге Японии, здесь их очень много. Даже в пределе города Фукуока есть 11 пляжей, поэтому люди разъезжаются по разным пляжам и нет толп. Я, бывает, приезжаю на пляж, и я единственная на весь пляж, как будто он приватный. В Токио ты едешь 3-4 часа на машине, приезжаешь, а там негде даже припарковаться, потому что вся парковка забита, и на пляже люди как тюлени лежат. И еще одна важная вещь, которую нельзя упустить, когда мы говорим о жизни у моря или пляжа в Японии. По всей Японии есть опасность цунами, поэтому слишком близко жить к воде нельзя. И даже просто гуляя по пляжу, нужно быть наготове бежать, если вдруг будет большое землетрясение и цунами. Поэтому это всегда риск. Но на юге Японии, в частности Фукуока и Нагасаки, нет почти риска цунами. Он близок к нулю, потому что здесь нету разлома плит, которые обычно и образуют цунами. И в этом плане это было для меня очень важным пунктом, когда мы решали, что мы хотим переехать куда-нибудь поближе к морю, но там, где безопасно. Седьмое – это горячие источники. Япония известна своими горячими источниками онсен, и они есть по всей стране в регионах, где раньше были или до сих пор есть активные вулканы. Но одно из самых лучших мест для посещения онсен считается Кюсю, поскольку здесь добывается, выливается самое большое количество горячих источников на всю страну. В разных регионах горячие источники отличаются своими минералами и своим эффектом, который они оказывают на ваше тело. И вот на Кюсю самое большое разнообразие минералов разных. Реально, здесь очень много классных горячих источников, поэтому так много в своей жизни, мне кажется, я никогда еще не парилась. Восьмое – это приемлемая погода. Да, я часто жалуюсь, что на юге Японии очень жаркое и влажное лето, но почти по всей Японии, не считая самого севера и некоторых горных регионов, очень жарко. И это касается как Токио, Киото, Осака, так и Фукуоки. В Фукуоке может быть немножко влажнее, чем в Токио, но в Токио тоже очень жарко за счет того, что много асфальта и плотная застройка. Поэтому если выбирать, то нужно выбирать между очень жарким влажным летом и на севере очень длинной, холодной зимой снежной. Между двух зон. Нету, к сожалению, в Японии идеального места, где было бы не очень жарко летом и не очень холодно зимой. Но кроме жаркого влажного лета, все остальные сезоны здесь
очень приятные и комфортные. Допустим, осень у нас до конца декабря мы ходим без куртки, может быть легкая накидка. И зима мы ходим в очень легком пуховике, без шапки, без каких-то варежек или специальной обуви. Снег может иногда пойти, но не скапливается, поэтому не нужно шины менять, не нужно разгребать снег, но при этом чувствуется, что зима, и это идеальное время для посещения горячих источников как раз. Весна наступает очень рано, я бы сказала, что март уже чувствуется, что весна пришла, теплеет и все начинает расцветать, а апрель и май самое комфортное время, когда уже довольно тепло и все цветет. Мой вывод за жизнь на юге Японии: нужно просто на лето уезжать куда-нибудь на север, а потом возвращаться уже в октябре. Девятое – это удобная инфраструктура, и это в основном касается города Фукуока. Многие считают, что в столице всегда удобнее, но это не совсем так. Да, в Токио удобнее, что есть прямые рейсы из Европы и Америки, но аэропорт Токио находится очень далеко от центра города, в особенности Нарита аэропорт, и он всегда перегружен, там много людей, очереди, и неудобно добираться из аэропорта до центра города. В Токио аэропорт находится очень близко, всего лишь 8 минут на поезде до центра города, поэтому можно очень быстро добраться как на поезде, так и машине. И да, к сожалению, нет прямых рейсов в Европу или Америку, но есть много рейсов в Азию, поэтому для себя я нашла, что нам удобнее делать пересадку в Азии и дальше лететь куда нам нужно. Допустим, в этот раз мы летали в Мадрид через Гонконг, и это было намного меньше стресса, чем добираться 2 часа из Токио в аэропорт и дальше лететь рано-рано утром. И в принципе город очень компактный, что делает его удобным для пеших прогулок или поездок на велосипеде. Многие люди едут на велосипеде на работу, что в Токио не всегда возможно. И даже в среднем поездка до работы из своего дома в Токио где-то в районе 1 часа, а в Фукуоке примерно 35 минут в среднем. И 10-е – это невероятные масштабы природы и разнообразие. За эти 3 года мы посетили много красивых локаций, как активные вулканы, зеленые плато, водопады, загадочные храмы в горах, где только мы и больше никого нет. Но все равно с каждым днем у меня только увеличивается количество моих заметок в картах, которые я хочу посетить. До переезда сюда я слышала, что Кюсю – это классное место для любителей природы, но теперь я реально это ощущаю, потому что мне даже 3 года мало, я все хочу посетить. Поэтому, если вы тоже хотите посетить Кюсю и попробовать этот регион на вкус, информация о моем туре есть в описании этого видео. Всем большое спасибо за просмотр, увидимся еще, всем пока!